Раз в полгода в Доме международных совещаний ОИА проходит сессия ученого совета. Эта встреча будет уже 137-й по счету. Традиционно участники заседания подводят итоги проделанной работы и обсуждают планы на будущее. Подробнее расскажем в нашем видео. И основное для всех членов ученого совета – это, конечно, доклад директора Григория Владимировича Трубникова. Для ученых это своего рода представление. Как простой человек идет на какой-то театр посмотреть, то здесь увидеть, что мы достигли, это очень важно. Что конкретного? Конечно, ник. Это 100%. Все ожидают, все в преддверии, что результаты будут. Мы счастливы очень, потому что последние 10 лет, наверное, с 2016 года был исторический комитет полномочий представителей в Кракове, когда была принята семилетка финансово емкая и с большими задачами, то есть с проектами, масштаба которых не было до этого, наверное, с конца 80-х годов в институте. И вот эта семилетка, она с 16 по 17 по 23 год, она была очень серьезной проверкой для института. Сможем ли мы одновременно построить 3 или 4 крупных установки? Хватит ли нам людей? Сумеем ли мы правильно организовать работу, привлечение новых кадров и так далее, и так далее. И, конечно, нужно огромную благодарность отдать странам нашим, отдать должное всем странам, которые создавали нам для этого условия. А потом, после 2018 года, в следующей семилетке мы как-то все окунулись в мир больших турбулентностей, и мы успели буквально в первые 3-4 года семилетки набрать такой потенциал, который потом позволил преодолеть этот период сначала 19-21 года, а потом 22-24. У нас все занимались делом и продолжают заниматься. Это самое главное. Мы должны делать то, в чем на что мы учились, на кого мы учились, и то, в чем мы самые сильные. Мы даже в эти 2 последних года, которые очень тяжелые, мы не просто не остановили или не затормозили, а даже ускорили темпы по всем установкам. Часть установок мы запускаем раньше срока, и любые передышки и паузы мы используем для того, чтобы отдыхать и посидеть, помечтать о чем-то попить чаю, а для того, чтобы... То есть каждая передышка – это возможность быстро набраться сил и еще энергичнее продолжать свою основную работу. Наша задача – заниматься наукой. Наша задача – воспитывать кадры для наук. Наша задача – изучать фундаментальные свойства материи. Мы этим занимаемся, а внешние условия, они нас только к этому подбадривают, подгоняют и дают нам более такого, возбужденного и хорошего настроения. Международный аспект очень важный. В том контексте, в котором сейчас осуществляется деятельность, я уже об этом неоднократно говорил, ОИАИ – это точка притяжения и молодых ученых, и ученых разных стран, не зависящая от всех превходящих обстоятельств. И это институт делает путем колоссальных усилий и целенаправленно. Очень гармонично сочетается, причем в больших масштабах, образовательная компонента и исследовательская. За годы сотрудничества с ЮАР, особенно в последние, наверное, 10 лет, когда у нас стартовали новые форматы взаимодействия по инициативе УНЦ, ОИАИ, это летние и зимние школы, онлайн-практики, инженерные практики, инженерные школы, старт, интерес. Мы за последние 10 лет, наверное, около 300-400 студентов и постдоков, аспирантов, магистров из Южной Африки организовали их визиты в Дубну на разные модули, разные форматы, дипломные практики, инженерные, научные и так далее. На 2025 год у нас запланировано также в крейсерском режиме работа с Южноафриканской Республикой. На сессии КПП мы ждем делегацию высокого уровня от правительственных агентств. В
В июне, в середине июня мы запланировали проведение дней ЮАР в ОИЯе здесь. Это 15-20 июня. В следующем году планируются дни ОИЯе в ЮАР. Это весна 26 года. Ну и вот помимо этого огромное число студенческих школ, практик и так далее. Все это будет вот весь год вариться в таком вот густом и очень горячем бульоне. Монголия – страна, которая для нас представляет огромный интерес, потому что традиционно монгольские физики участвовали и в Дубне, и в церновских коллаборациях через Дубну, в первую очередь физика высоких энергий, через ЛВЭ и ЛФЧ, вот сейчас это лаборатория объединенной физики высоких энергий. Конечно, теоретики и лаборатория информационных технологий. В этом году мы планируем в Монголии какой-то определенный такой сделать серьезный акцент на мероприятия в Монголии. Летом, вот в июне, в июле будет школа и конференция, и осенью, я думаю, по согласованию сегодня с монгольской делегацией мы тоже что-то запланируем. Все-таки мы должны проактивно тоже действовать и ездить с визитами в университетах, рассказывать про большую науку, понимать, в каких монгольских научных проектах мы могли бы быть полезны, могли бы участвовать. Но я бы сказал, что у нас сейчас не хватает рук и голов для того, чтобы вот обеспечивать все те активности, которые мы в последние 2-3 года инициировали с Вьетнамом, с Казахстаном, с Узбекистаном, с новыми странами-партнерами. Это вот Индия, Пакистан, Китай, страны-участники Арабского агентства по атомной энергии. Египет, Тунис, Иордания, Алжир, страны арабского бассейна, Катар, Объединенные Арабские Эмираты тоже проявляют интерес к ОИЯ. Мы сейчас вот стоим на определенном пороге таком, может быть, формирования новой структуры и новой, даже не структуры, новой архитектуры, что ли, взаимодействия со странами-участницами и странами-партнерами.